Еще раз аплодисменты и спасибо, Дима, большое. Но когда едешь, вот ты управляешь, сцепление включил, и тебе нужно поворачивать. Вот. Вот так вот так вот это все. Это ты едешь 8 часов. Ну привет всем хорошим людям и добро пожаловать на канал Custom Truck. Друзья, сегодняшняя наша серия не совсем стандартная. Мы не будем копошиться в гараже, хотя начинается она с гаража, но завтра мы отправляемся на выставку. Наша задача перегнать КАМАЗ 300 километров в одну сторону. КАМАЗ там чуть-чуть постоит, пока я решу свои вопросы. А в выходные будет уже сама происходить выставка. Это своеобразное такое собрание любителей, фанатов тракторной техники, советской техники, грузовиков, автобусов. Организовывается она в Минске, я так понимаю, впервые. Это течение начинает только развиваться. И, конечно же, мы поддержим организаторов и поучаствуем тоже с нашей техникой. Мы поедем на КАМАЗе. Я уже подготовился, там сложил ключи, какие-то необходимые мне патрубки, там изоленты, всякое тому подобное, знак аварийный, там взял, ну, естественно, всякой мелочевки набрал, в общем. Надеюсь, она нам не пригодится, но, тем не менее, лучше с собой взять в дорогу, вы сами знаете. Когда все есть, то оно не пригождается. Вот так работает наша жизнь. Вам я желаю приятного просмотра. Огромное спасибо всем за поддержку. Ну и увидимся уже завтра раненько утром в дороге. Только выехали, наверняка вам интересно, как светится приборка, да? Но, к сожалению, спидометр у нас, подсветка не работает, а так все работает. Ну и звук КАМАЗа. Не знаю, видно вам вообще что-то или нет, конечно, завораживает. Первые 40 километров пройдены. Вывернулось у нас зеркало, я его периодически поправляю, но нужно будет остановиться, еще чуть-чуть проедем и поджать его немножко. Ну, иду на круизе, у меня здесь сделан ручной газ. Вот, ну, в плане шумоизоляции, конечно, чуть комфортнее. Но такой прям, что сидишь как в иномарке, в какой-то Вольве, например, то есть такого нет. То есть все равно шум присутствует. Хотя мы шумились так более-менее качественно, но не знаю. Представляете, мы даже догнали МАЗик, едем. Не нравится мне, как уходит топливо, уже 3/4 бака, но надеюсь, что не совсем равномерная здесь шкала, и поэтому так ведет себя датчик. Но пока что вроде все нормально, чуть-чуть запах какой-то был, появился антифриза. Вот, но вроде сейчас нормально. Но я вчера доливал антифриза немного перед выездом. Возможно, чуть-чуть лишнего долил. Может быть такое. Вот, но посмотрим дальше, как будем двигаться. Проезжаем наше место, где мы на Урале часто отдыхали. Я сейчас вспоминаю, и все-таки хочется автодом. Хочется автодом. Это отдельный вид отдыха и отдельный вид эмоций. Все, движемся дальше. Маленькая остановочка. Проверим, как тут у нас дела. Диски в норме. Ой, красавец какой. Надо обязательно сделать фотку. Ну что, продолжаем движение дальше. Сейчас только подожму зеркало это. Оно уже меня задолбало. Специально с собой здесь лежат. Вот. У нас впереди платная дорога, поэтому нужно установить прибор. Вот такой прибор. Проезжаем Могилев. Такие здесь ветряки красивые. А там слева остается Могилев. Ветрогенераторы работают. Все хорошо, движемся дальше.
Погода, друзья, испортилась, блин, дождь поливает. Ну и я поливаю на круизе. Хорошо, что я потратил время и сделал себе вот такой прибамбас. Очень удобно. То есть скорость выставил, барашкой накрутил и все, и поливай. Колеса немного бьют. Какое-то из передних колес все-таки чуть-чуть кривоватое. Или диск сам, скорее всего, диск. Смотрите, какой красивый УАЗик стоит. Есть фанаты, есть. Вот она, наша заправочка. Сейчас заправимся и расскажу вам, сколько нам влезет топлива. И какой у нас расход, высчитаем. Блин, здесь очередь, походу. Сетка это, походу, мешает. Жрет. Ну, вроде льется пока. Посмотрим, сколько войдет, потом расскажу вам. Заправил я 50 литров, вошло в бак, а проехали мы 170 километров. Посчитал, получается 29,5 литров расход на сотню. Ну, вот такой примерно расход, потому что заливал до бака, ну, в принципе, это почти в идеале, да, можно так сказать. Так что 30-ка на сотню, едем дальше, еще нам 120 километров. Ну, плюс-минус. Проезжаем весовую транспортников. Что-то они там делают. Ну все, в принципе, почти доехали. Здесь буквально нам осталось, ну, может, 30 километров, наверное, может 40. Не знаю точно. Вот такая вот у нас здесь красота в Беларуси. Так что приезжайте в гости, будем рады. Все, уходим направо. Вот туда. Обгоняем ЗИЛ-131. Смотрите. Такой кунг какой-то прикольный. Вояки едут. Ну и здесь вот очень такая интересная контора. Пролив называется. И вот на пьедестале раньше стоял Мерседес, а сейчас его нету почему-то. Исчез. Ну вот, запустили нас на территорию уже. Мы на месте. Очень красиво здесь. Центр экотуризма Станькова. Сюда могут приезжать семьи, отдыхать, я так понимаю. Здесь какие-то вон палатки, торговля. Ну, в общем, интересно. Сейчас посмотрим, куда нас здесь расположат. Оставляем нашего КамАЗика на территории здесь. Он будет до субботы стоять. Сейчас вот смотрю, мне нужно... Там у нас какие-то следы. Мне нужно пройтись, немножко его обмыть. Мы уже прибыли к нашему КамАЗу. Сейчас будем расставлять. Позади вы можете видеть технику. Прибывают машины. Что-то уже стоит, что-то еще подъезжает. Мы же пойдем сейчас запускать КамАЗ и тоже выставлять на площадочку нашу машину в том числе. Я уже видел несколько эксклюзивных тачек. Иностранные есть машины. То есть в Беларуси у нас есть машины. И это важно. Еще нам повезло с погодой. Я думаю, атмосфера будет обалденнейшая. Все, пошли запускать КамАЗ. Нужно набрать водички с собой, чтобы помыть КамАЗика нашего.
ехать. Правым крылом на меня. Понятно? Давай назад. Друзья, ну вы понимаете уровень мероприятия? Здесь просто обалденнейшая атмосфера. Сейчас все натирают машины. Мы же в свою очередь тоже подготовились. У нас есть все с собой. Ну и посмотрите, какой эксклюзив рядом с нами. Я не знаю, что это, сейчас мы все узнаем. Вот так готовятся к выставкам профессионалы. ГАЗ-63, кузов ЛуАЗ, а в ЛуАЗа инвалидку. Это вообще была бы бомба. Смотри, какой каблучок. Ну, просто, я думаю, мы сегодня кайфанем прямо от души. Вот прямо от души. В шоке, даже ЛАЗ приехал из Могилева просто в идеале. А еще у этого хозяина ЛАЗа есть скрейпер МОАЗ, который он тоже восстанавливает. Ну, я не знаю, как это передать эмоции, но атмосфера, едут с тыквами, кто-то в кузове с чемоданами, вы видели, Иш проезжал. Просто прелесть, обалдеть. Холодно? Держите вам. Спасибо. Друзья, если вы хотите вот получить наклейки или магнитики, всегда нужно посещать мероприятия, в которых участвуем мы. Вы третий врач во всей нашей истории, который является нашим подписчиком. Это, ну, я считаю, врачи и наша техника не совсем совместимые вещи. Ну, несовместимое, но очень интересно. Это, ну знаете... вот мы когда КРАЗ реанимировали тоже, пришел врач и говорит: я ваш зритель, я технику, я, говорит, врач, но технику я обожаю и без нее очень жить нравится не могу. смотреть, даже какие-то моменты, которые вот в своей машине там, ну не особо разбираешься. Смотришь, где-то у вас подсмотрел, ага, значит где-то там у тебя что-то такое. Понятно, естественно. Очень интересно. Спасибо за ваш контент, за ваше вот это все видео. Очень И вам интересно. спасибо, что смотрите, и не забывайте про нас. Лайки Спасибо. ставите? Обязательно. Всё, И комментарии. отлично. Спасибо. Ты запустил? Ну, попросили, да, сейчас запустим. Давай. Друзья, Степан интереснейший человек, тоже фанат техники. Он сегодня представил Икарус и редчайший аппарат в хорошем состоянии. Это Т-100 бульдозер. Коллеги-блогеры, здравствуйте. Ну как, Привет. смотрите контент? Да, Как называетесь, как ваш канал называется? Давайте познакомимся. Custom Truck, Custom Truck, это вы про траки снимаете? да, Ну как вам здесь нравится? нравится. А мы вот про трактора снимаем, пришли тоже выпуск снимаем. Самый крутой экскаватор в Беларуси. Знаете почему? Почему? Другого нет. Еще один экземпляр, который мне безумно понравился, это Копатыч в старом кузове. У нас был рестайлинг, а это прям в старом кузове. И что удивительное, он очень сильно сохранился. Сохранился настолько в первозданном состоянии, что поражаешься, смотришь, вот как его можно было так сохранить. Тем более, что это спецтехника, и она относится к разряду таких вариантов, которые должны работать. Но этот вот где-то стоял на предприятии наверняка. Ну посмотрите, прелесть. Состояние просто идеальнейшее. Ну, с цилиндрами у него явно проблемы. Конечно, это работать не будет, но это все восстановибельно. И те, кто смотрели наши серии, это все реально сделать.
Главное перед этим посмотреть видео пакистанского ремонта. Блин, ну он просто в огне. И самое главное, что он своим ходом сюда приехал. И, ну, это даже достойно лайка, по-любому. Как вы можете наблюдать, не менее интересный вариант. Это вот просто не в идеале тачка, а так, как есть. Вот представитель ЗИЛ-157 непонятной комплектации, абсолютно неподготовленный, но какая-то в нем атмосфера своя тоже есть. Позади меня еще не менее интересная тачка. Это 3 пожарных Мерседеса разных поколений, но все заставляют вот прям сердце колотиться, потому что сделано все идеально, красота, все ровненько, выкрашено. Ну, прелесть. Смотришь и даже не веришь, что такое возможно. Такие старенькие машины, но так хорошо сохранились. Владельцам всем огромное спасибо за то, что они вот не остаются равнодушными по отношению к этим машинам и восстанавливают до очень хорошего состояния. Там еще вы видите, посмотрите, подтягиваются. Фред, ну, класс. Но мы их тоже еще посмотрим чуть попозже. Очень сильно меня привлек вот этот ЛАЗ 699, это ЛАЗ Турист, восстановленный нашим земляком, можно сказать, прям в 100 километрах от нас находится, тоже фанат техники. Еще я знаю, у него на восстановлении сейчас скрейпер МОАЗ, и я поражен, вот сколько труда вложено в эту машину и сколько души. Чтобы вы понимали, там выкрашено все, и низы, и арки колесные, все приведено в идеальное состояние, салон. Самое интересное, что меня заинтересовало, это карбюратор Эдельбрук, который установлен на этот ураловский мотор. Вы знаете, что здесь стоит ураловский мотор, не зиловский, а именно ураловский. И состояние, вот я просто удивлен. Пойдем покажу вам карбюратор и моторный отсек, и вы поймете, сколько труда вложено в этот автобус. Посмотрите, как выглядит моторный отсек. Все вылизано, все подкрашено, все в идеальнейшем состоянии. И карбюратор. На этом карбюраторе двигатель работает совсем по-другому, шепчет. Прям, я думаю, мы попросим еще владельца, и он обязательно для нас его запустит, чтобы убедиться нам в прекрасной работе этого двигателя, легендарнейшего. Кстати, такой же компрессор мы установили на наш Зилотах. Кстати, что вот вызвало у меня прям такое волнение, это то, что вот следы от вставленных резинок на ЛАЗе тоже есть. Мы на КамАЗе вымучились, и я смотрю, владелец ЛАЗа тоже здесь нервишек потрепал свои. Друзья, наконец-то мы поймали хозяина ЛАЗа. Я его чуть-чуть отношу к сумасшедшим людям, как и себя, как и людей, которые занимаются вот такого плана техникой. Это огромный, колоссальный закадровый труд, который вот исчезает просто-напросто на глазах. Это годы. Хотел спросить, Владимир, кстати, познакомьтесь, он восстанавливает МОАЗ, чтобы вы понимали. Это скрейпер советский, но вообще такая железяка, которая прям опасная, можно сказать. Володь, расскажи, пожалуйста, сколько лет вот у тебя ушло на то, чтобы сделать вот в такое состояние, привести этот ЛАЗ? 2 года уже ему после восстановления. Так. И 3 года восстанавливали. Восстановление это было практически как строительство дома. Верю. Практически каждый день 2-3 часа уделяли. Если не самой работе, значит снабжением. Запчасти да. найти, это тоже в очень основном большой делал труд. такое сам все, но иногда инженерные мысли, технические решения, снабжение, все на мне и сам задумка. А применял только элементарно руки, чьи-то своих подчиненных, там немножко есть у меня частные организации, ну и привлекали для пескоструя отдельного человека и для покраски помогали. В своем боксе делали. Для чего тебе эта машина? Расскажи, вот ты работал, может, на нем. Обычно вот... Машина, во-первых, это просто для души, потому что с ней связано какой-то период моей жизни. Я 6 лет проработал в советской автобазе «Турист». Все понятно. Вот как я и всегда на говорю, сегодняшний то день, есть да. это простой человек не возьмет ЛАЗ и вот не будет его делать. Это человек на фанат. сегодняшний день никакой бизнесной составляющей нет. Абсолютно только так.
хобби. Насколько я знаю, еще вы катаете людей по Могилеву, По Могилеву какие-то дни праздничные. Можем да? обзорные экскурсии сделать по Могилеву, иногда делаем, и никаких денег не берем, и никаких бесплатно, просто бесплатно, на самом деле. Друзья, давайте поставим обязательно лайк этому человеку, потому что восстановить автобус — это даже не восстановить грузовик. Это очень-очень много труда, начиная от технической части, заканчивая салоном, кузовом и тому подобным. Потому что восстановить кузов в таком автобусе — это очень-очень дорого стоит, очень много труда и даже финансово это дорого. Этому человеку, низкий поклон за такую большую работу. От салона осталось только потолок. Стекол не было, здесь не было пола никакого, было только решето. Здесь с завода положена была жесть черная и сразу сиденье. Ну, я немножко сделал его сбитый жестче, на жесть положил еще десятку ламинированной фанеры. Усилил, да. Тогда крепче. И это самое, так и на марке сделаны по такому принципу. По фане, да. Полностью это перестилало, и все эти шахты, здесь ничего не было. Потому что начинали площадки, все сгнили, рессорные, ничего не было. Тут было новое строительство. Сиденья просто перешиты, каркасы переварены, но старался по максимуму делать оригинально, чтобы не было таких заколхожений. Из заколхозки здесь только карбюратор стоит, американский, но я не на отношу двигателе. Это к колхозу, это да. к тюнингу нужно. Ну и сиденье не родное, а водительское. И немножко там слева сделан, как когда-то водители делали себе для удобства, маленький бардачок дополнительный. Все, больше здесь такого ничего нету от того, что делал завод. Понятно. А скажи, вы знакомы с Петровичем из Москвы, который восстанавливает автобус? Не знаком. На Ютубе видишь его? На Ютубе вижу, да. Он собирается к нам приехать в гости, вам бы познакомиться. Вот ты Пожалуйста, бы даже мог когда-то съездить к нему в гости в Москву, посмотреть, как они делают. Они тоже делают лиазы, лазы. Я это все в курсе тоже знаю, делают такую красоту. Да. В общем, мир, как я уже говорил не раз, не без добрых людей, а еще мир полон рукастых людей. И в том числе в Беларуси. Я в шоке, если честно, что у нас есть столько каких-то необычных, эксклюзивных автомобилей. Ну и, конечно же, Владимиру огромный лайк за проделанную работу. На старт! Внимание! Марш! Рев солидный! Я надеюсь, что скорость будет такой! Если любовь не сбудется, ты поступай, как хочется, и никому на свете грусти не выдавай. Новая встреча лучше средство от одиночества. Но и о том, что было, помни, не забывай. Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам порой не так, но все хорошее не забывается, а все хорошее и есть мечта. Кстати, возле нас стоит КамАЗ просто в идеальнейшем состоянии, оригинальном состоянии, это важно. Я прошелся по нему, посмотрел, все, и рама, и баки, все просто в очень хорошем состоянии. Но он с хранения, явно с хранения, я вижу. В нем даже открыты краны на подкачку шин, и даже давление в шинах показывает 3,5 атмосферы. Состояние, вот сразу видно, просто невооруженным глазом, что КамАЗ очень-очень в хорошем состоянии. Я смотрю, даже потолок у него заводской сохранился, и это крайне редко на КамАЗах, крайне редко. Внутри тоже, внутряночка вся, и парни молодцы, заморочили, где-то какой-то повесили там ломик, лопатку, и КамАЗ просто преобразился. И на этой резине, она, кстати, выше, эта резина, он должен ехать более комфортно, и мягче, и быстрее. Друзья, Nissan нашего подписчика, зрителя, тоже вот человек вложил душу, получилось неплохо. Такую машину очень-очень тяжело встретить. А еще интересный экземпляр. Смотрите, позади это трактор самодельный. В чем его изюминка? Это двери стеклопластик. То есть у него открываются здесь окна, все. Это самодельщикам на вооружение, что можно вот так вот даже делать. Ой, лучше не будем.
А то вдруг балкон чей-то там, знаешь, ну, посетим. Так что вот на вооружение вам. Вот сразу видно, что создатель этого автомобиля вдохновил автомобиль Урал. Я думаю, вы это заметите. Производить не желаете? Но кого должна волновать себестоимость, если ты ее делаешь, а потом тебе это покупают? А такую BMW, друзья, вы точно не встретите нигде. Владельцы BMW это всегда газ в пол, это всегда дрифт. А в этом случае, видите, самодельщики сделали на базе УАЗовского шасси вот такую вот интересную для бездорожья машину. Мне кажется, она бы очень хорошо себя показала на Беладонне, но я думал, если честно, колесики будут побольше. Маловаты они для нашего формата. То есть наполненная водой Беладонна, вы помните, это примерно вот так. Поэтому не знаю. Ну, приборка таховская, по-моему. Возможно, здесь сердце тоже так. Я заметил приборку от Chevrolet Tahoe вот на этом. Возможно, это что-то другое, но я вот наш зритель и подписчик Леша расскажет в двух словах. Это машина МАЗи. Построена она была мастерской Юрия Шифа очень достаточно давно и широко известна, скажем так, в узких кругах. По сути своей, это Suburban 7.4, поколение где-то 90-е, начало конец 80-х, начало 90-х. Мотор там даже карбюраторный до сих пор, скорее всего, стоит. Вот, звучит он прекрасно, бормочет. Мы уже слышали. Да, машина очень интересно сделана. Рама тут субуровская, да, но сверху видно, полный кастом. Да, полный кастом, полный абсолютно, да. Зубр, кстати, на МАЗ-200 такой не ставился. Вот у Зила Таха схожие корни вот с этой машиной. Поэтому, ну, в любом случае, интересный аппарат. Я слышал, как он здесь трогался с буксом. Так. Да, то есть у него огромный крутящий момент, да. Малый вес на задней оси, и он чисто заднеприводной. Я думаю, на Зиле мы тоже попробуем отжечь. За любви нечаянной кто-то сказать осмелится. Если поверишь в это, сердце не закрывай. В сердце необитаемом снова любовь поселится. Но и о том, что было, помни, не забывай. Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам порой не так, но все хорошее не забывается, а все хорошее и есть мечта. Дима, приветствую вас на ТБ-шоу. А для всех, кто еще не знаком, тоже хочу познакомить. Это Дмитрий, YouTube-канал Custom Track. Подписывайтесь, смотрите. Ну и что могу сказать? Мы с Димой познакомились также по телефону. И рассказали ему всю задумку. И Дима сказал, да, я буду. И вот он здесь. Дима, рады вас приветствовать еще раз. И аплодисменты этому человеку, который приехал практически за 300 километров к нам сюда, в Станьково. Что вы делаете, Дима? Люди не все знают у белорусы про вас. Расскажите два слова. Сразу хочу поблагодарить организаторов. Мероприятие очень безумно нравится. Столько собрали народа, обалдеть. В 3 словах про себя. Я большой фанат советской техники, а именно в большей части грузовиков. И, собственно, занимаюсь их реставрацией. Занимаюсь этим уже давно, порядка 7 лет. И, собственно, очень это нравится. И как только узнал, Олег мне позвонил, я сразу сказал, что да, нужно поддержать такое мероприятие. Такого плана мероприятия, я так понимаю, впервые у нас проводится именно с тракторной тематикой, с грузовиками. Поэтому вас всех тоже призываю поддержать, выразить слова благодарности организаторам, потому что мероприятие на самом деле вышло, душевнейшее. Крупнейший, повторюсь, белорусский канал в YouTube. Да, аплодисменты Диме. Ну и со своей стороны подписывайтесь в инстаграме на Кулачасу, потому что там анонсы всех каких-то идей, затей, которые мы делаем с Виталием. Еще раз аплодисменты и спасибо, Дима, большое. Но это еще не все.
У нас пунктом программы значится такая вещь, которая называется «Шоу моторов». Мы слушаем, как звучат моторы 20 века. Сразу по очереди, а в конце в 18:00 мы попросим всех участников завести моторы одновременно. Поэтому, если не составит труда, не надо газовать сильно, а просто дайте послушать музыку КамАЗа 4310. Давайте. С удовольствием. Я не слышу аплодисментов. Ну, наконец-то мы добрались до трактора Степана. Этот трактор меня завораживает не меньше, чем любая здесь техника, но это особая машина. Он по передней решетке почему-то напоминает нашего Митьку. Тоже что-то есть в нем, вот такая вот родственная связь. Степ, какого он года у тебя? 1967. 68-го. 68-го. Ну, я понял. Я просто смотрю, как он тебе вообще достался? Как вот, где ты его нашел? Это же техника уже вообще не существует. Я его нашел в организации, в одной уже еле доживающей. Трактор с 89-го года по 2007 стоял заброшенный. У него вот здесь вот повырастали деревья. Трактор был без топливного насоса, пускач откинут. Вот эта часть гусеницы выпилена, не существовало. Стекол нет, сцепления нет. Полностью, брали там на болты, что надо, Потому люди что надо скручивали, было, да. Потому что в той организации еще было пару тракторов в резерве стояло. Это был самый заброшенный. Я просил. Про деньги, естественно, с госорганизацией заикаться не стоит. То есть, потому что, они как-то официально должны его, продать. А он уже, списанный давно и стоит просто как на болты. Ну и что? Просил, ходил, просил, умолял. Помогите. Меня люди свели с механиком. Подожди. Потом как-то еду из деревни, звонок. Степа, так и так, вот тут, может, ты поможешь? Мы линию электропередач порвали. Может, есть кто? Я иду к главному инженеру. Геннадий Иванович, решать надо вопрос. Сведите с людьми, надо помочь. Пойдем. Останавливаем линию электропередач. На следующий звонок: Степа, забирай. Ну, это Всё. очень сильная история. Это, фактически было сражение за трактор. Да, сражение было потом, как его забрать двумя Главное, кранами. что он у тебя есть. А сколько он весил? Что ты говоришь? 15. 15 тонн? 15 вот так? тонн. Ивановец Офигеть. 15-тонник подъехал, сказал: Степа, я его только от земли оторву, но, говорит, на трал не заведу. В 2 крана ЗИЛ-133 ГЯ и лобатый МАЗ. Понял. Вдвое подняли, корзина КРАС подъехал и забрал. Тогда еще были такие машины. Честно, я удивлен и очень рад, что у нас есть такие люди. Супер тракторок, вот смотришь на него, в нем душа, я не понимаю, что в ней, вот какой-то шарм. Раньше всю технику делали вот с таким шармом. Ты смотришь на него, он вот тебе улыбается, смотришь на него, он грозный, смотришь вот, страшно. Да. Потом посмотришь и хочется. Вот такая вот техника вся советская. Так что в очередной раз, друзья, прошу вас, напишите комментарий. Не забывайте, что у Степана есть канал. Он называется Степан Трофимович. Трофимович. И там он занимается восстановлением этой всей техники. Загляните, очень интересно. Спасибо, Дима. Степан, подожди, Зайка, подожди. Степан, расскажи управление. Я увидел, что здесь 1 000 000 рычагов, 1 300 000. Да, Расскажи, как- 1,3 миллиона, все правильно. Называется система пианино по порядку. Первое, сцепление. Рукой? Рукой. Так. Выключили трактор ПХ, выключили сцепление. Едет трактор. Передача. 1, 2, 3, 4 и 5 последняя. Надо, чтобы он работать. Реверс. Назад. Вперед. Нейтраль. Газ. Так. И управление. Фрикцион нажали. Фрикцион Понял. разжался. И педалью. Затормозили, он повернул. Лево, право. Рычаг управления отвалом, лебедкой. А он лебедочный? Лебедочный, он трассовой был. Вот и получается. А он через бульдозерит, сцепление или нет? Выше, лебедка ниже? работает, сцепление включил, поехал, и только тогда работает бульдозер. Но когда едешь, вот ты управляешь, сцепление включил, и тебе нужно поворачивать. Вот так вот так вот это все. Это ты едешь 8 часов, Это ты 8 равняешь часов дорогу.
удары в это воздушный фильтр. Ага. Я вату в уши вставляю, когда на них работаю. Это как Ну, мы на кразе. Ну да, потому что без ваты садиться, их называли людоедами эти трактора. Но, Потому что до пенсии мало кто дорабатывал. Этот трактор требовал постоянного употребления, но потому что требовалось снять стресс, так сказать, после нагрузку. Ну, вот, поэтому... В любом случае, Степан, спасибо большое, что поддерживаешь вот это вот движение. Это круто, это круто. Удачи тебе в его покраске. Спасибо. Я знаю, что скоро ждет тебя это рано Нет, или поздно. нет, нет, да, нет. Да, так что в следующем году мы ждем тебя уже на выкрашенном тракторе. Все, спасибо Я тебе. подумаю. Все, Дима, спасибо тебе. Пишем? Пишем. Друзья, ну а сейчас мы на секунду окунемся в американскую тематику. Вы знаете, здесь представлены советские грузовики, немецкие, всякие разные. Но нас очень сильно привлек вот этот вот Фредлайнер. Рядом с нами его владелец. Вы тоже понимаете, что это явно необычный человек, потому что в Беларуси такую машину встретить, ну, наверное, уже невозможно, да? Наверное, это последний из магикян. Да. Ну, расскажи, пожалуйста, вот что тебя сподвигло на покупку такого вот грузовика необычного для Беларуси? Сподвигло что? В 2006 или 2007 году отец пригнал такую машину. Не с Америки, он брал ее беспробежную просто. Она с Америки приехала в Питер, а он уже брал ее там беспробежную. И вот на тот момент мне там было 9 лет. И ты влюбился. Или 10 там, да. И я, прокатил просто на этой машине, пригнал ее домой. Ага. И вот с тех пор это, все. То есть, с детства идеология шла такая, что вот американец и американец. Фредлайнер должен быть интернационал, чтобы это были, настоящая мужская машина. Да, верю, потому что я однажды проехал на таком грузовике. Ты и звук мотора у тебя, все присутствует в этой машине. Ты слышишь, как работает шестерня в коробке, как работают редуктора, ты знаешь мне все. Да, садишься на европейский тягач, это комфорт, Спать но хочется. скучно. Спать хочется. Скучно, да. А в этой машине своя энергетика, своя специфика, и своя душа, естественно. Поэтому, в очередной раз буду просить вас ставить лайк этому хозяину грузовика, такого брутальнейшего. Очень было приятно его увидеть тоже здесь, среди всей этой техники. Ну что, хлопцы, я трогаю. Да, давай. Тебе посмотреть сзади или контролируешь ситуацию? Нет. Там крышка открыта или нет? Стой, Это лазер. Дима, я вперед поеду. Вперед едь, да. Друзья, мы в салоне Икаруса. Икарус принадлежит Степану. Он тоже коллекционер. И вы знаете, Икарус — это отдельная история. Я вижу, что он в очень хорошем состоянии в оригинале. Его снаружи чуть-чуть подшаманить. Это будет очень-очень хорошая машина. Степану тоже огромное спасибо за то, что сохраняет эту технику. Он счастливый сидит, но он же кайфует. И вот эти моменты, это самое главное. Едем, конечно. Как плавно едет этот автобус. Степан, ты кайфуешь? Да. Скажи. Да. Ты готов конечно. по руке в грязи капиталить этот мотор, чтобы потом ехать? Посмотри на его счастливое лицо. Друзья, этого много стоит. То есть люди, фактически полжизни своей уделяют вот этому хобби, которое заставляет людей радовать, которое, вызывает определенные эмоции. Так что огромное Степану спасибо. А Икарус — одна из любимейших моих машин. Газа нет. А мне надо вот это. Лучше Ханамага. Да, посмотри, гидравлика. Дал? Нравится, берем. Смотри, вот получается коробка жигулевская, мосты жигулевские.
что получается? Коробка перевернута. Это ступица восьмерочная. На нее тормозной диск обычный. Между ними шкив и корзина восьмерочная. И все. Ну и тут гидронасос НША стоит. А там, ну, как бы цепь, звезда. Ну, нормальная тема. О, Дим, брат, пожалуйста. Что хочу сказать? Не, нормально. Мы в салоне эксклюзивнейшего МАНа, но немцы всегда его называют МАН, потому что МАН это мужик. Вот, но очень нравится, машина восстановлена, очень в хорошем состоянии, вложено сюда труда безумно много. Но мотор шепчет, приятно, когда есть люди, которые занимаются таким и, собственно, показывают то, что они делают. Надеюсь, таких людей будет все больше и больше, и мы будем вместе с ними кайфовать от этого всего. Панель приборов, блин, как в Боинге. Что мне в этом МАНе очень понравилось, это система мостов. Она схожая с МАЗовской, ну, с 200-й серии. То есть, видите, выносные полуоси. То есть, основной редуктор здесь, идет балка, и вот там идет привод. Ну, не знаю, насколько эта конструкция работоспособна, надежна, но она тоже имеет место быть. Трещоточки здесь какие-то, то ли тормоза. А, один усилитель на тормоза, ничего себе. Прикол. В общем, техника классная. Явно видно, что пескоструилась, потому что вижу следы. Вот. Ну, сюда вложили очень много труда. Спасибо, это диплом и на общую фотографию еще. Хорошо. Друзья, давайте аплодисменты, поблагодарим Олега, потому что без него не было бы этой школы. Ну, огромное ну и Олег. Давайте так, что спасибо вам, парни, спасибо. Честно, я от души кайфанул. Вот, но я думаю, со мной все согласятся, правильно? Ну и классно. Конечно. Ну и спасибо погоде. На общую фотографию. Спасибо, Дима. Сбывается, не сбывается. Любовь приходит к нам порой не так. Но все хорошее не забывается, а все хорошее и есть мечта. Друзья, на этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Огромное всем спасибо за участие. Мероприятие получилось просто бомбическое. Я кайфанул от души, и это самое главное. Сейчас мы выдвигаемся домой, но солнце уже заходит за горизонт, и темновато уже будет. Ну а вам желаю, чтобы на вашем жизненном пути встречались только хорошие люди. Всех благ и всего самого-самого наилучшего. Всем пока!